Привет, мои дорогие, я уже дома, и сегодня достаточное количество новостей, я просто решил восстановить их, потому что их очень много и очень интересные заявления. У нас наш 95-й квартал решил, знаете, заниматься шулерством, как они умеют, да, вот на ручки, вот они. В Покровске все хорошо, Зеленый заявляет сегодня, что там все хорошо, но есть там небольшой нюанс, и вот этот нюанс как раз это то, что говорит Путин. Заявления все есть у меня в телеграм-канале, плюс видео, потому что я все-таки за чистоту новостей, то есть без его присутствия, дорогие мои. Погнали, давайте сейчас прогуляемся непосредственно по Покровску, что там происходит, я имею в виду по тому нюансу, который есть все-таки, а потом уже придем к тому, что говорит непосредственно Зеленский. Вместе со своим кентом, это Малюком, как его уже в народе кличет, Шреком. Поехали по Покровску. Покровская агломерация, несмотря на бодрые заявления Зеленского и главкома Сырского, находится в состоянии оперативного окружения, а фактически почти загнулось кольцо. Карта Deep State показывает, что армия России продолжает наступать, противник продвинулся южнее Покровска, а серая зона расширилась на север и северо-запад от города. Но по факту это уже не серая зона, а замыкающееся кольцо. Россияне обходят агломерацию с севера, продвигаясь в районе Гришина и Родинского, замыкая кольцо. Войска ВСУ в этом районе действуют на пределе возможностей, все резервы скованы встречными боями. В Мирнограде, который примыкает к Покровску, ситуация стремительно ухудшается, о чем сообщает украинский боец с позывным «Мучной». Пишет, что выход из города будет крайне сложным, поскольку коридоры под постоянным огневым давлением. Я вам скажу, что вот сегодня я буквально там читал, ночью пытались выходить, я уже не помню какая бригада, их там хорошо покоцали FPV. То есть дежурят 24/7 пилоты FPV и наблюдают за тем, что происходит. Ну то есть это самая вот эта вот отпетая, пробитая, да, которая прячется, я имею в виду вот эти вот именно нацики, они пытались сегодня уходить. Команду им не дают, потому что об этой команде сразу же заявят Трампу, а они боятся. И вот сегодня этот цирк Шапито под названием 95-й квартал начал разыгрывать, что там все хорошо, не переживайте, все отлично. А вот мы уничтожили Орешник. Но есть нюанс. 2 года назад мы его уничтожили. А говорим об этом сейчас, когда в Покровске жопа. Я еще раз повторюсь, что они из Украины делают идиотов и считают, что весь мир идиоты. Хотя, если идиот Трамп и не слушает собственную разведку, или там в разведке сидят идиоты, ну тогда это их проблемы, дорогие мои. Поэтому, ну как бы... Ну и поехали, что непосредственно говорит сам Мучной. На этом участке все очень напряжено. Не хочу поднимать панику и тем более придумывать какую-то чепуху, что все хорошо, потому что не все относительно хорошо. И скоро может стать еще хуже. Выход из города будет сложным, коридоры под давлением. Нужно искать проходы и думать, как выйти правильно, без лишнего риска. По его словам, украинские войска удерживают позиции в многоэтажных домах юго-восточной части города и в частном секторе северо-востока. Попытки контратак возле шахты 5 и 6, где ВСУ пытались оттеснить противника, закончились засадой. Есть попытки даже наших контратаках возле захваченной территории 5 и 6, чтобы оттолкнуть врага назад, но там мы попали в засаду. Военные также отмечают, что противник перекрывает пути отхода. Враг пытается перегородить пути отхода, давит на выход из района южнее Родинского, а также на подступы к северо-востоку Покровска по трассе к Мирнограду. Если горловина выдержит и в ней останется просвет, то есть шанс забрать наших оттуда. Если нет, ситуация сильно усложнится. Фактически речь идет о повторении сценария Угледара, когда попытки удержать любой ценой привело к окружению и массовым потерям. Несмотря на публичные заявления Киева о контроле над ситуацией, сообщения военных с мест фиксируют абсолютно другое. Но он сегодня собрал круглый стол. У меня в Телеграме есть, не люблю его показывать, дорогие мои, поэтому... Опять же, он делает сегодня заявление, что в ближайшее время будут дальнобойные удары по России, цели уже определены. Это делает заявление непосредственно Зеленский. Сегодня Рейтерс, можно так сказать, просралась. Где-то они там вылезли, помыли свои пердаки и начали поносить.
Поехали. Сегодня они вот именно вывалили Посейдон, как выглядит, и даже с рассказом, как этот Посейдон действует. Вот он подплывает на расстоянии полукилометра, делает огромный взрыв в 100 мегатонн, поднимает огромную волну и смывает целый город. Подкатывает его туда подводная лодка. Не он сам, а именно подводная лодка. Хочу вам показать кадры, дорогие мои. Вот это есть именно кадры, где удирает. Это адвокат судьи Тупицкого, который помогал ему пересечь границу. Враг номер один для Зеленского, для режима Зеленского. Это судья Конституционного суда. Он пересек границу. И это типа они считали незаконно, они схватили этого адвоката, держали его какое-то время, у него получилось сбежать, и вот он через Берегово на огромной скорости, я сюда не ставлю, потому что могут видео заблокировать за это, поэтому есть у меня в телеграм-канале, как он выносил этот шлагбаум и на какой скорости. История такова, его они приняли, держали сутки без всяких, следили за ним. Я вам скажу, здесь тоже так же за мной следили, где я живу. Находили меня, поднимали дрон высоко и катили за мной. Ну, типа, машины преследования сзади нет. Вот, ты ее не видишь, а дрон за тобой следит. Я потом подробности уже после суда, я все адвокату там как бы буду рассказывать полностью все, что они делают здесь. Они и здесь дроны используют для слежения за кем угодно. Также они следили за вот этим адвокатом, все его маршруты, они его схватили, как раз говорят, с помощью дрона, потому что они сообщили, где он находится в данный момент, его схватили и отвезли в ТЦК. Его уже начали оформлять, у него получилось бежать, и вот он на машине на большой скорости проламывает. Я вот эти кадры могу вот соотнести к Берлинской стене, когда она была. Сейчас я вам скажу, что вот это вот, да, это не Берлинская стена, это хуже концлагеря, когда люди ломают просто и летят на огромной скорости вот эти вот все шлагбаумы и так далее. То есть я сразу же уже понимаю, что будет ставить блоки специальные, которые будут там откатывать, чтобы не было вот такого вот, как у этого адвоката. Ну и опять же заявление непосредственно этого чуманоида зеленого. Идет серьезное сражение за Покровск. Россиянам поставлена задача захватить город, потому что они не смогли, это кринж, взять Сумы и Купенск. Они понимают, что битву за Купенск проиграли и теперь будут бороться за Покровск. Понимаете, это он посыл делает туда, в западную прессу, что типа у них ничего не осталось, кроме как взять Покровск. Вот у них не получилось взять Сумы и взять это. Но оно дурное, тупое. И вот что оно пишет. Они понимают, что битву проиграли. На этом направлении сосредоточено 170 тысяч войск РФ. Это как написал он. А теперь у меня вот вопрос. Если взять 170 тысяч войск, а перемещение, там, допустим, от Купенского направления до Покровского направления, да, или там от Сумского до этого, 170 тысяч человек. Ну вот просто представьте. Они что, телепортируются? Ну, типа, постояли возле Сум такие, не получится взять. Давай телепортнулись к Купенску, постояли там, 170 тысяч, понимаете? Мы не получится здесь. Отыграемся на Покровске, давайте туда. Там изначально это все было, и готовился этот удар. Потому что там самый большой кусок, который остался для... И Трамп же что же там понарассказывал про бумажного тигра. Ну вот сейчас вот эту бумагу и засовывают вот тем, кто там поназывал. Так что это, это работа на западную публику. На того же Трампа, который откроет газету, что там у этой зеленой мрази, ой, простите меня, пожалуйста, достал он меня. И давай, что там с ним. Вот. И такой, ну ладно. Купенск не взяли, Сумы не взяли, Покровск. Да ладно, бог с ним, пусть дает. Безусловно, обстановка там напряженная из-за врага, который находится со всех сторон. Мучной пишет совсем другое.
Помните Курскую операцию, когда россияне лгали о тысяче наших военнопленных в окружении? Я даже помню этих военнопленных, да, которые там со свастикой, но он за хлебом шел, его бусификнули. Я помню их там с трезубцами, с Азовом, этот австралийский попугай Кеша, который учил английскому языку почему-то в Курской области, понимаете? Вот. А командиры прекрасно понимают, что допустить окружение нельзя, и россияне в Покровске не доминируют. Да, Украина не проигрывает, вот, а Россия не выигрывает. Это все идет в этом контексте, дорогие мои. Так что, ну и опять же у нас Рейтер со своим поносом, который у него там вываливает из жопы. И они нашли, то есть у нас CNN поняла, да, почему Трамп развернулся и перестал, ну уже все, переговорам все, чтобы вы поняли, это уже подтвердили на всех уровнях, то есть не будет мирных переговоров никаких, ну потому что там еще, понимаете, договор о вот этих средней-малой дальности идет. И вот Рейтерс как раз поняла, почему Трамп не хочет его подписывать и выходит. Россия использует в Украине ракету, которая побудила Трампа выйти из договора о контроле над ядерными вооружениями, пишет Рейтерс. Но знаете, что самое интересное? Рейтерс берет консультации у самого профессионального, я не знаю, как даже назвать, оружейника Украины. Это у Дебила Сибиги. Вот эта вот квадратная тупорылая голова, вот, которая с потными очками вечно. Но вот они у него берут комментарии. Слушайте, что он говорит. В последние месяцы Россия атаковала Украину крылатой ракетой секретной разработки, которая побудила Дональда Трампа выйти из договора о контроле над ядерным вооружением во время его первого президентского срока, заявил министр иностранных дел Украины. Так, подождите. В последние месяцы, но Трампа эта ракета побудила до. То есть я же где-то потерял здесь последовательность. Комментарий Сибиги является первым подтверждением того, что Россия использовала ракету 9М 729 наземного базирования, это Искандер-К, в Украине или в других местах. С августа Россия запустила эту ракету по Украине 23 раза, сообщил Рейтерс. Второй высокопоставленный украинский чиновник заявил, что Киев также зафиксировал 2 пуска 9М729 в 2022 году. Так у Трампа первый срок был еще до прихода. Ну, как бы Зеленский там уже был. Он в 19-м появился, да? Но в любом случае, это был 22 год, уже Трампа не было. И уже его не было давненько, можно так сказать. Из-за ракеты США вышли из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в 2019 году. Вашингтон заявил, что ракета нарушает договор и может превысить установленные 500 километров, хотя Россия это отрицала. Согласно веб-сайту, созданному Центром стратегических и международных исследований в Вашингтоне, ракета, которая может нести ядерную или обычную боеголовку, имеет дальность полета 2500 километров. Военный источник сообщил, что ракета, запущенная Россией 5 октября, пролетела более 1200 километров до места падения в Украине. Использование этой ракеты расширяет арсенал российского дальнобойного оружия для населения, точнее для нанесения ударов по Украине, и вписывается в систему, по которой Москва посылает угрожающие сигналы Европе. В то время как Трамп стремится к мирному урегулированию, считают западные аналитики. Я думаю, что Путин пытается усилить давление в рамках переговоров по Украине, сказал Уильям Альберке, старший научный сотрудник аналитического центра Pacific Forum, добавив, что ракета была разработана для поражений целей в Европе. И вот они ее оттачивают. Но самое главное, это Сибига. Так, дорогие мои, вы помните, да, что вчера одесситы на 7-м километре собрались, набили бубен ТЦКшникам, перевернули их машину и вышвырнули их с 7-го километра. Сегодня, дорогие мои, СБУ возбудило уголовное дело по факту вчерашнего нападения на военкомат возле 7-го километра. Они схватили пацана за шкирку и пытались его затолкнуть. Это что нападение там было?
где люди перевернули их бус, напавшим грозит от 5 до 17, до 15 лет тюрьмы за препятствование деятельности ТЦК. Там интересная есть вещь, там снимали лица людей, ну, короче, там, которые принимали в этом участие. Но все равно, я думаю, знаете, они как ждут? Они, падлы, пока люди вместе, они к ним не подходят. Они их боятся. Они ждут, когда они разойдутся. Ну, то есть, каждый пойдет к себе по домам. И там уже начинает отлов. Именно возле домов. Вот так эти падлы действуют. То есть, если делать что-то, то нужно делать всегда вместе. Потому что как только ты отрываешься от толпы, то эти начинают тебя от нее отрывать, падлы. Они везде фиксируют, везде у них там же база есть по распознанию, там через социальные сети. Им американцы сразу же дали. Хотя в интернете это нарушают все какие-либо законы. Ну, я имею в виду все правила, все права, все полностью. Вот эти распознавания лиц. Именно из социальных сетей. Социальные сети, когда берут у тебя фотографии, ты подписываешь о том, что эти фотографии не будут применяться ими для каких-то других вещей. Но как мы видим, они их собрали в определенную базу, эти фотографии, и по ним идентифицируют людей. Поехали. Ермак говорит, что Украина и ее союзники совместно работают над мирным планом. Какой мирный план? Вот я не верю, когда они начинают говорить о мирном плане, а параллельно Зеленский говорит, что уже все цели уже есть, отмечены, то это конфьюз какой-то, да? Именно когнитивный диссонанс у нас какой-то получается. Еще недавно, ну, это биполярка Банковой, звучали заявления о полном военном разгроме противника, отвоевании всех территорий, бомбардировках, отключении электроэнергии, тотальном локдауне в Москве, а также о разрушении ее электростанций и нефтеперерабатывающих заводов. А сейчас они уже говорят про мирный план, дорогие мои. Ну и понятно, что Трамп не пройдет мимо Мадуры. Мадуро это поехал к Си, не договорился с Си, значит буду крошить Мадуру. Ну, а что сказал вчера Си, я вам читал. Что если ты будешь мне там что-то пытаться нагибать, или как-то меня будешь там, это что, я просто буду еще больше качать нефти у России. Вот и все. Любые какие-то санкции, любые какие-то запреты, еще больше нефти у России. Вот он пытается у Мадуры забрать. Ну, там уже есть и ПВО, там еще куча всего. США планируют нанести удар по аэропортам, портам и морским объектам Венесуэлы, пишет Wall Street Journal. Белый дом уже определил цели, которые якобы используются для контрабанды. Ну да. Среди них порты, морские объекты и аэропорты. Ну да. Да, я в это тоже поверю. Обвинить Мадуру. Это как у меня. Вот эта вот статья, которая вообще не соответствует тому, что должно быть. Ну, я имею в виду той действительности. Потому что это действительно политический заказ для того, чтобы закрыть рот, закрыть каналы. Потому что если, не дай бог, этих уродов посадят за стол переговоров, да, остановят войну, огонь остановят, то они начнут затирать политическое поле. Так они это делают заранее. И вот придумывают всякие статьи. Вот то же самое у Мадури. Для того, чтобы напасть на Мадуру, мы будем обвинять его в том, что он экспортирует наркотики в Америку. А по сути это просто вот для Си Цзиньпина. Хотя Си Цзиньпин уже давно все просчитал. И все, окей, хочешь бомбить там, посмотрим, сделаем там тебе прокси. Они умеют туда стрелять, что-то кидать там и все. Постреляли и убежали. А дальше будет нападать. Ну вот, вы помните, какой маленький Вьетнам? Ну вот примерно такая же и Венесуэла. Тоже там будут отряды вьетконговцев, венесуанговцев. Так что все это читаемо. И одни и те же сценарии. Они не могут позвонить сюда в Испанию и сказать, там блогер наш, который там очерняет, да, который не даст нам провести выборы, который просто поливает говном, верните его нам. Давай мы ему криминалочку напишем, и по этой криминалочке испанцы его и выдадут. А я вам скажу, они же не понимают, испанцы, масштабы. Для них я просто какой-то чувак, который приехал из Украины. Просто какой-то левый тип. Ну это чтобы вы понимали, как в их глазах это очерчено. А когда приходит на меня уголовка, ну левый тип, откуда мы его знаем? Мы его не знаем, еще и уголовка, давай его выдадим. А когда я посвящаю уже непосредственно в масштабы, когда я показываю, что на самом деле происходит, тогда все прекрасно понимают. Так я вам больше скажу, эти падлы, у них
целый комбинат по выписке. Они в год выписывают около 2000 красных ордеров. На всех. Причем это как рулетка. Они это все выписывают не на 100%, а именно на, знаете, вот как фартанет, не фартанет. И там сидят бабы, которые строчат эти ордера постоянно. Вот они их строчат. Туда, именно туда, в Интерпол. Строчат. А вдруг где-то кого-то срежет. И да, попадается. Садится на самолет. Иди сюда. Уехал. Особенно в те страны, которые именно просто отдают как по маслу. Это Польша. Это самая опасная страна для украинцев. Если ты поджег машину где-то в Украине, ну, в Испании тоже тебя выдадут. Или что-нибудь еще, или вот как вот этот вот адвокат вылетел там, разрушив что-то, да, там пересек границу, это грубо. Польша сразу же тебя, Венгрия не выдаст, Словакия не выдаст, Венгрия не выдаст, также не выдаст Белград, ну, я имею в виду, Сербия не выдаст. Ну, вот Испания тоже, но для Испании нужно, чтобы ты не был криминалом. Ну, реально, чтобы ты там не занимался каким-то криминалом. Им не нужен криминал. Как они, знаете, как бы подчищают. Но вот те сидят, бабы жирные такие, вот эти патриотки, да, там и сидят, херачат вот эти красные ордера, рассылают их по Интерполу, и где-то, да, там бук сработал, его раз схватили, вот как с этим блогером Ильдар. Он на самолет пошел, иди сюда. Сейчас вообще судьба неизвестна, где, что с ним и как с ним. Никто ничего не знает, никто ничего не говорит. Так что, дорогие мои, то же самое, как я и говорю с Венесуэлой. Нафигачим какую-то херню, главное, сработает, не сработает, без разницы. Нападем и парализуем Китай. Поехали дальше. Евросоюз может лишить Словакию права голоса за то, что она не признает геев и вот всех остальных, а только два пола, мужской и женский. Все, тоже причина лишить права голоса. Не признаете ЛГБТ? Все, давай, до свидания. Поехали дальше. Повреждены подстанции, важные для ядерной безопасности Украины, говорит МАГАТЭ. На Южноукраинской и Хмельницкой АЭС вчера были потеряны одна из линий электропередач, а на Ровенской станции уменьшилась мощность двух энергоблоков. Ну и коалиция желающих собирается легкий, как на помине. Где, угадайте? В Мадриде. Ну, там есть очень интересная вещь. Да, они там собираются, наверное, будут обсуждать томагавки или что-нибудь еще. Потому что участникам запретили пользоваться телефонами и публиковать любую информацию о мероприятии в соцсетях или открытых источниках. Коалиция желающих соберется в Мадриде. Это пишет Эль Мундо. По данным издания, МИД Испании собирает делегатов из 35 стран на секретное совещание, которое произойдет 4 ноября, дорогие мои. Томагавки, наверное, будут передавать, это ж падли. Они и так, я же говорю, есть. Это потом ни для кого не будет секрет, понимаете? Шрек их как-то там завез. Вот, потом, ну это, посмотрите это заседание с этим Шреком, который рассказывает, что это мы 2 года назад этот орешник утилизировали его. Вот. Там их было 3, осталось 2. Ну, как пишут подписчики, что вот тот вот 3-й утилизировал как раз этот Днепропетровский завод. Южмаш. Вот он и утилизировал 3-й. Так что, дорогие мои, когда у них нет побед, они начинают это вот собрание, вот эти громкие фразы и все остальное делают. Не верим им, никто. Не верим. Окей, собираю дальше новости, дорогие мои, уже для вечернего выпуска. Подписываемся обязательно, кто не подписан. И радостная новость. Полиночка уже встает почти на ножки. Я заблюрю видео и в следующем видео вам это покажу. Как она уже встает на ножки. Ну, через каталку. Ей тяжело, вот, но уже есть прогресс. Вот. Но это все я в блюре покажу. Вот, конечно, огромная вам благодарность всем тем, кто был вместе с нами все это время, дорогие мои, кто молился, кто всем чем угодно помогал, дорогие мои, добрыми словами, поддержкой и так далее. Всех обнял.